Ниндзя. Все спрашивают, что она говорит. Она говорит дату, ребят. Машина с самого начала говорит дату. Здоровается, говорит дату. И все, и поехали. Друзья, всем доброе утро. Сейчас без 10:02 ночи. И мы опять на работе. Я только вышел на работу. Еду в город Нагоя. Это находится около 200 километров. Точно не знаю, но примерно. Вот я сейчас карту посмотрел. Вот он, город Нагоя. Мы находимся здесь. То есть, ну немного. Токио здесь, допустим. Да, это как полпути до Токио. Примерно 200 км ехать. Выехал сейчас, да, в 2 часа ночи. Мне на 8 утра. Ехать примерно часов 5. Примерно. Даже меньше, я так думаю. Ну, посмотрим на трафик, какой будет. В общем, поехали. Парковочке. Места для меня не нашлось. Стал так вот. Вроде никому не мешаю. Приехал я сейчас, получается, 5 часов, а мне на 8. Отсюда ехать буквально там 10 минут до самого этого склада. В общем, сейчас посплю. Сколько получается? 2 часа. Даже больше, 2,5 часа посплю. Что-то я рано приехал. Я рассчитывал, что будут пробки. Пробок не было абсолютно. То есть поэтому я приехал рано. В следующий раз выйду немножко попозже. В общем, посплю немножко, поедем дальше. Все, друзья, поспал. Поехали дальше. Здесь пробка какая-то. Выезжаю с парковочки. Это какая-то деревня, ребят. Ночью ехал, не видел. Вот, смотрите, меня сразу же пропускают. Спасибо. Вообще очень красиво. Мне очень нравятся вообще такие вот деревни японские. Ну как может не нравиться, согласитесь. Смотрите, как чистенько. Чище, чем в городе, я вам скажу. Сейчас посмотрим. Пробка, правда. Так, где нам поворачивать? Еще чуть-чуть. Какой-то ресторан такой. Якинику, где мясо жарить надо. Такое интересное.
Сейчас мы в ту сторону, направо повернем. Это где нам надо на следующем повороте. Смотрите, теплицы какие-то. Вот она, настоящая деревня. В Ютубе такого не увидишь. А может, и увидишь. Кафе какое-то. А мне, кстати, в сторону дома, когда возвращаться буду, надо будет туда ехать. Надеюсь, что пробка рассосется. Что ж такая за пробка серьезная? Ну, кто-то на гелике, да, в деревне. Без 10, 8 утра. Кстати, без 10, 8. Нам бы побыстрее все это дело. Ой, здесь узко вообще. Узковато. Да, узенькая дорожка. Прямо через село, ребята, едем. Что-то погода мне вот стала не нравиться. Только машину помыл. А, вот это вот синее здание, голубое точнее, мне сюда. Так, сзади машины едут. А, вот оно. Блин. Твою дивизию. Проехал, блин. Блин, ребят, проехал пару метров. Мне надо задом сдать, а задом я не могу сдать, потому что тут такой поток в деревне. Деревенька такая, и поток очень серьезный. О, вот сейчас можно. Не дают просто задом сдать. Поняли? Смотрите. Все, уже лезу. О, опять. Все. Заехал. Видали? Всего пару метров надо было проехать задом. Это была проблема. Так, мне вот сюда, на эту платформу. Ребята, встал. Прошло буквально минут, сколько? 15 минут прошло. И походу меня уже разгрузили. Я не знаю, так оно или не так, но по-моему они что-то притихли там.
Если они действительно разгрузили это за 15 минут, конечно, это вообще метеоры, блин. Действительно разгрузили. Притихли и, главное, и ушли просто. Закрыли эти ролеты свои и ушли. Сейчас я контейнер закрою и поедем. Все, друзья, выезжаем. Реально очень быстро они меня. Очень быстро раскидали груз. Там какая-то команда. Команда УХ работает до 2. Бабушка в поле работает. Кто-то мне как-то писал, что, мол, в Японии, наверное, роботы работают, да, там на плантациях, там на огородах. Могу ответить, именно вот в деревнях, в таких, да. Ребята, здесь долгожители. Обычно в деревнях долгожители. Они долго здесь живут. И если бы роботы здесь работали, то старики бы долго не жили. Не было бы долгожителей. Потому что именно движение, да, от движения очень много чего зависит в нашей жизни. Какая прекрасная деревня вообще. Правда, тут что-то... Обычно бары еще есть в деревнях. Я вот ни одного бара пока что не увидел. Ну, кафешки есть. Именно такие ночные бары. В деревнях это очень вообще прикольно. Там, правда, одни старики собираются. Я как-то был один раз на Окинава. В деревне, значит, в баре. Это было весело. Серьезно. Леворукие машины. Вот, ребята, Мерс S550 с левым рулем, пожалуйста. Вот он ушуршал. АМГ. Есть. Ответ мой есть. Вон уехал один. Есть. Немного, конечно, но хватает. Они дешевле стоят, кстати, чем праворукие. Потому что с правым рулем здесь удобнее. С левым ему сложнее намного. Где-то за парковочку заплатить, квитанцию забрать. В любой магазин заезжаешь, везде эти шлагбаумы, нужно квитанцию. И все это с правой стороны всегда. Под водителя, естественно. А ему надо, я не знаю, либо тянуться, либо вообще выходить с машины и брать квитанцию. Либо просить пассажира. Но тогда должен рядом всегда сидеть пассажир, правильно? То есть такое. Зато этот Мерс, скорее всего, с Германии. Оригинальный. Ну, в плане, да, сделан в Германии. С Америки, насколько я знаю, немцев не везут. Вроде бы. Если, конечно, если это не эксклюзивная какая-то машина. А так, с Америки везут только американские тачки. И то их мало, их немного. Вот, ну, по улице ездят. Немного. Мало машин. Ну, смотрите, автосалон. Гулливер. Называется знаменитая сеть автосалонов. Правда, я не увидел цену. Так, где нам надо заезжать? Чуть дальше. Вот это мы сейчас в каком-то таком что-то вроде поселок городского типа, по-нашему. Вот можете заметить вообще, какие машины здесь ездят. Тоже такой интересный вопрос. Чуть не проехал. Нормально. Второй раз за сегодня.
мотор ревет. Такой вот заводик, проезжаем. Симпатично у них тут. Смотрите, какой самолет. Стружка какого-то металла. И она очень сильно летит у него везде, повсюду. За ним ехать как-то не хотелось вообще. Так, друзья, попробую встать где-то. Вроде места есть. Сейчас посмотрим. Хочу пойти покушать. Так, ну тут вторым рядом я не могу встать. И потом не выйду. Блин. А вот здесь вот можно. Красиво встанем и все. Все. И пойдем покушунькаем. Потому что еды у меня с собой сегодня нету. Может, рамен взять? Или вот это, свинину. Да, вот это возьму. 1200 йен. Взял такой вот билетик. Там заплатил вот за таким автоматом. А наверху он на дисплее пишется, значит, номер этого билетика. И когда оно высветится, можно забирать. Вот
друзья, свинина, салатик из капусты, мисо-суп, значит, рис, совсем чуть-чуть каких-то овощей и соус к этому. Это сладкий барбекю соус к свинине. Все. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Буду кушать, отдохну и поедем дальше. Все, друзья, покушал. Иду к машине. Это я умылся. Лицо мокрое. Полотенце не взял с собой. Ну, точнее, в машине оно есть. Сейчас вытрусь. Что вот плохо вот вообще в японских туалетах, вот в общественных, что вообще все хорошо. Чистенько, все, унитазы там, все это. Но плохо то, что нету салфеток. Вот это много где. Да, не везде, но процентов, наверное, 90, 85-90. Это вот нету салфеток. Есть вода, есть теплая вода, все там. А вот салфеток нету, а стоят вот эти дуйки, знаете, чтобы руки сушить. И все. А именно салфеток нету. Вот такая экономия. Хотя, я не знаю, экономия ли это. Наверное, на бумаге на самой экономия. Все, немножко отдохну и поедем дальше. Ниндзя. Так, ну что, едем дальше. Мест здесь, смотрю, вообще теперь нету. Уже стали парковаться, видите, вот рядом грузовик стал. Тягач стал. Прям рядом со мной. Прям на проезде. Вот на этой желтой полосе, где написано, что вставать нельзя. Ну, встают, это парковка. Тут как бы оштрафовать не могут за это. Единственное, если ты, конечно, перекроешь кому-то дорогу и уйдешь, да, могут вызвать полицию. А так не трогают обычно. Встают, вон, видите, там как пешеходная зона, там встают. Мест когда нету. Давай же. Вот здесь, видите, справа, это же не парковочное место. Встают, за это не трогают. Вообще грузовиков полиция мало трогает. Даже там, когда мы встаем под знаком, где именно стоянка запрещена, остановка разрешена, но стоянка запрещена. Поняли, да? Под этим знаком мы встаем, можем уйти куда-то, оставить тягач. Если ты никому там не мешаешь, тебя трогать не будут. На легковой, конечно, совершенно по-другому. Сразу же оштрафуют. На грузовой это совершенно другое дело. Реально. Все, едем дальше, ребят. У нас сейчас 12:20. Я чуть больше часа отдохнул. И вот выдвинулся в сторону Осаки. Не знаю, сколько нам еще ехать. Часа полтора, думаю. Может, меньше. Это я так, на глаз, так сказать. 2 локтя по карте тут. Недалеко. Поехали. Очень большая пробка в туннеле. И едет скорая. Может быть, авария какая-то. Сейчас посмотрим. Сейчас быстренько карту глянем. Ага, в туннеле интернет не ловит. Хреновато. Нельзя посмотреть, докуда пробка. Без интернета. Что же делать? Как люди раньше жили без интернета. Так, с левого ряда, смотрю, начинают перестраиваться. Значит, в левом ряду что-то случилось. Сейчас посмотрим. Слышите, вот это шумят. Это вот эти вентиляторы. Вверху они так шумят вообще сильно. Я раньше не прислушивался никогда. Так, все? Пробка закончилась. Офигеть. Зачем они
Причем все перестраивались только что с левого ряда в правый. Я думал, что левый ряд, там что-то случилось, какая-то авария должна была быть, потому что пробка около 20 минут мы вот еле ползли. А потом раз и все, пробка закончилась. Видимо, была авария, поубирали все. А пробка теперь надолго там будет. Видите, до какого-то участка просто пробка, и дальше можно ехать свободно. Мы сейчас, кстати, едем под городом Осака, где-то под центром города. Очень длинный тоннель, он идет через весь город. Вот всем городом, можно сказать. Сзади значок на машине, на Мерсе, что, мол, водителю больше 70 лет. Видите, такие лепестки. Старше 70 лет. Вот он начинает притормаживать. Это да, это у них бывает такое. Но, кстати, он неплохо для старика едет, потому что некоторые вообще обезбашенно себя ведут на дороге. Просто так могут на педаль тормоза наступить просто. Он так, вот иногда он притормаживает, я смотрю. Кто там? Дедушка за рулем. Так, подъехал в терминал. Сейчас дадим контейнер. Очереди здесь нет, это очень маленький терминал такой. Йонтоцу арите ни мару року ичи десу. Все, он мне сказал зацепить контейнер с терминала пустой. Поехали. Вот видите, какой у него спецприцеп. Это работники, которые внутри порта работают. Так, ну что, сказал ехать на парковку, отцепиться и опять его вызывать. Поехали. Рёкайдес. Все, сказал поставить прицеп на парковку, другой взять и отвезти его в терминал.
друзья. Стал в очередь. Это где-то на час примерно. Скорее всего, уже сдам этот контейнер и закончил работу. О, очередь начала двигаться. Он подрезает кусты сквозь забор. Это интересно, конечно. Такой загорелый японец. Конечно, целый день вот так подрезать. По-любому загорелый. Чего бы не обойти с другой стороны. Рёкайдес. Все, сказал, этот прицеп пустой на парковке оставить. Все, ребят, надеюсь, вам понравилась сегодняшняя наша поездка. Я уже закончил работу, сейчас 3 часа 40 минут. Буду выдвигаться домой, сейчас до парковочки быстренько и домой. Всего доброго, ребят. Всем пока. Пока-пока.